Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня! Сегодня самые мои любимые заготовки из помидоров на зиму. Покажу, как просто я с этим управляюсь. Рецепты на любой вкус и цвет. Вкусные, простые и интересные. Посмотрите, какие дары. Летние дары какие. Огурчики, помидорчики, сливки. Благодарю тех людей, которые это вырастили. Вот так вот. А я просто пришла на рынок и купила. Красотка. Все, поехали. У меня уже стоит большая кастрюля с водой греется. Здесь примерно 5-6 литров. Беру баночки. У меня 1,5-литровые. Хорошо их мою, не стерилизую. Чеснок. Нарезаю на дно. Примерно 3-4 зубка. Таких крупненьких. Во вторую баночку то же самое. Базилик. Прекрасное сочетание помидоры, базилик и чеснок. Попробуйте. Сюда. Прекрасно. Помидоры. Выбираю спелые, плотные помидоры. У плодоножки зубочисткой делаю несколько наколов, чтобы кожица осталась целой. Хотя, друзья, каким-то волшебным образом все равно некоторые помидорчики, кожица лопается. Ну, как есть, так есть. На вкус это не влияет. Все, в банку. Так проделываю со всеми помидорами. Здесь ничего нового. Время от времени баночку струшиваю, чтобы они хорошо там уплотнились. Побольше, чтобы лезло. Конечно, нам же не маринад консервируем, а помидорки вкусные. Ближе к верху выбираю помельче помидорки. Можно немножко даже вот так вот придавить. Ничего страшного в этом нет. Сюда. И еще сверху один небольшой. Все, первая баночка готова. Поехали. Все очень быстро. А банки ты что, не стерилизуешь? Нет. На огурцы и помидоры все, что заливается кипятком, я банки не стерилизую. А зачем? Просто их хорошо нужно помыть. Так делала моя бабушка, моя мама, и я так, друзья, делаю. Все прекрасно стоит. До сих пор стоит в погребе. Вот такая вот красота. Отставляю в сторонку и продвинемся дальше. Оп, сюда. Беру банку. Это у меня 2-литровая. На дно немного чеснока. 2-3 зубка. Есть. Немного петрушки. Буквально одну веточку. Укроп. Прямо с корзинками с семенами. У меня еще такой молоденький сегодня купила. Вообще класс. Ничего не режу, просто беру и выкладываю на дно. Перцы. Я обожаю маринованные помидоры со сладким болгарским перцем. Нарезаю. Прямо вот так вот быстренько, просто хаотично. Если попадет семечко, не страшно. Это аромат и вкус. И немножко желтого. О, вот так вот получилось красиво. Помидоры. Также накалываю и в банку. Потрусили. Можно еще добавить перца слоем. Он маринованный тоже такой вкусный, кисло-сладенький, хрустящий. Просто класс. Люблю такие вещи. Да и Сережа у меня уже любит, да? Да. Ой, друзья мои, помню ситуацию, как только начали жить, мой муж не ел консервацию от слова совсем. Помнишь такое время? Да, было. Вообще он не признавал никакую консервацию. Говорит, что это невкусно. Ну, кроме сгущенки. Ага, да. А потом, когда попробовал, и говорит, о, так это оказывается вкусно. С огурцов все началось. Да, конечно, вкусно. Когда это приготовлено с настроением, с душой, из хороших ингредиентов, конечно, вкусно. Сверху несколько зонтиков укропа. Все, эта баночка тоже готова. Продвигаемся дальше, друзья. Третий вариант. Баночки. 1,5-литровые. На дно несколько листиков черной смородины. По чайной ложечке черного перца горошком. По неполной чайной ложечке душистого перца сюда. Помидоры. Также накалываю и в банку первым слоем. Сливы. Друзья, если никогда не закрывали помидоры со сливами, рекомендую попробовать. Вкусно получается и интересно. Вкус совершенно другой. Убираю косточку и половинки сюда слоем. Сливы нужно брать такие плотненькие. Снова помидоры. И сливки. Со второй банкой проделываю то же самое. Сливы.
Даже знаешь, что можно в эту баночку добавить? Как думаешь, что? А в эту для разнообразия добавлю еще сладкого перца. Желтенького. Тоже будет очень вкусно. И помидорки. О, и эти баночки готовы. Красивые. Вообще шикарно. Так, вода ничего закипела, пусть кипит вода. И, о, смотри, какой красавец. Мне сказали, что в этих палочках больше всего вот этих вот масел, веществ, которые делают наши огурчики хрустящими и вкусными. Хорошо помыть нужно. Ну что, 4-й вариант? Да, я их называю элитные. Сейчас покажу почему. Опа! Баночки литровые. В каждую по 2 зубка чеснока. Листики вишни. По 2 штучки в каждую. Хрон. Листик и палочку. Укроп. А вот так вот. И сюда. Беру небольшие огурчики. Кончики и хвостики я не отрезаю. Мне так нравится больше. Зимой достаешь, и такое впечатление, что ты этот огурец с огорода принес. Можно выставлять, а можно просто набросать, как я. Так делаю во все банки. Сверху накладываю помидорки, которые тоже прокалываю зубочисткой. Такие небольшие беру. Я эти заготовочки называю элитные. Ну, потому что здесь все такое маленькое, все такое элегантное. Встряхнула, чтобы все уплотнилось. И продолжу с огурцами. Здесь уже сверху нужно немножко укладывать, чтобы больше влезло. Я смотрю, у тебя перчик есть. Да, Сережа. В несколько баночек добавлю немножко острого красного перчика. Сюда, чтобы его было видно, потому что не все любят острое. И сюда. Видно опознавательные знаки? И помидоры. Продолжу. Сколько влезет? Все, идеально. Просто идеально. Крошечки. Хорошечки. Тоже в баночку их. Красивые. Опа. Ставьте лайки, друзья, за такие простые рецепты. Мы уже практически все сделали. Выставляю все наши заготовочки рядышком. У меня уже хорошо закипела вода. Опа. Берем и заливаем. Полная-полная. Сверху крышка. Так поступаю со всеми банками. Готово. Сейчас беру что-то чистое, накрываю сверху. И сверху еще теплым одеялком. Оп. Оставляю так заготовочки примерно на 30 минут. Пусть хорошо согреваются. В прошлом году я делилась интересным рецептом – соком из квашеных помидоров. Многие знают этот рецепт с небольшими поправками. Раньше наши бабушки делали его в больших кастрюлях или в деревянных бочках и хранили в подвале. И тогда всю зиму наслаждались вкуснейшими блюдами с этим морсом. Так называют его в нашей семье. Это совершенно разные вещи между томатным соком перекрученным, как пишут мне, и квашеными помидорами перекрученными. Многие, кто пробовал, согласны со мной, это вкусно. Я просто переделала этот рецепт под себя, под городскую жизнь. Делаю в банках, провариваю его, и тогда он прекрасно хранится даже на кухне, просто в тумбочке. Конечно же, друзья, если у вас есть погреб, подвал, холодное помещение, оставляйте его сырым. В нем очень много витамин, молочная кислота, натуральное брожение, ферментация. Это полезно для нашего организма, как хлеб на закваске, то же самое. Что я из него готовлю? Все. Борщ, суп, подливы, маринады, заправки для салатов, капусточку тушу. Вот такая вещь получается. Макачку, вареники макаем, тоже очень вкусно. Даже просто лук
нашинковать лучок, залить этим морсом постного маслица ароматного и... Ой, все, рефлекс. Я думаю, вы понимаете, как это вкусно. Вот так вот, друзья. Готовьте, пробуйте. Полное описание и ссылку на видео я оставлю под этим видео. Посмотрите, это того стоит. Ставьте лайки, друзья. Это просто гениальный рецепт. Наши бабушки знали толк в приготовлении еды. Хотя мне многие пишут, что наши бабушки даже не знали, что такое помидоры. Их еще Петр Первый привез. Вот это меня помидоры. удивляет, конечно. Моей бабушке 90 лет, она до сих пор жива, слава богу. Это ее рецепт, и как бы, ну, друзья, Так Петр Первый привез помидоры. ну, наши бабушки не садили помидоры. Ну, может, их в городе не садили. Ну, в городе, может, и не садили. Но помидоры это давно уже известный овощ. А сейчас маринад. Он будет для всех баночек одним. И все же, друзья, вкусы в этих баночках будут разные. Вода у меня хорошо закипела. Добавляю соль. На 1 литр нужно 30 граммов. У меня здесь 5 литров, поэтому 150 граммов соли. На 1 литр маринада понадобится 80 граммов сахара. У меня здесь 5 литров, соответственно 400 граммов. Перемешиваю и даю закипеть хорошо. А сейчас сливаю баночки. И уже, друзья, предвкушаю, будете мне писать: Аня, что ты наделала? Все вкусности вылила в раковину. Спокойно. Специй и вкусов в каждой баночке предостаточно. Всем хватит. Поэтому смелее. Опа. Какие красивые. Ой, хорошо. Уже немножко и остыли. Чудо-крышка Сережиного производства. Знаю, можно купить, но она мне такая родная, поэтому я пользуюсь ей. Первый пошел. Угу. Опа. Хорошую ты крышку сделал. Все перцы, горошины, смотри, остаются в баночке. Молодец. Нужный размер. Ну. Когда маринад хорошо закипел, прямо хорошо-хорошо, он даже прокипел у меня пару минут. Еще раз перемешаю, чтобы уж наверняка. Выключаю нагрев и вливаю 500 мл уксуса 9%. На 1 литр маринада понадобится 100 мл. У меня, соответственно, 500. Все. Снова перемешиваю. Есть. И быстренько заливаю банки. Сережечка, сейчас будет твой выход. Я уже готов. Да, друзья, в нашей семье банки закатывает муж. Я боюсь это делать. Прям полная под завязку. Поехал. Давай, любовь моя, а я продолжу. А это что за огурцы у тебя? А это у меня остались красивые огурчики, и решила сделать по рецепту Василича. Я делилась им. Для меня это самые вкусные огурцы, друзья. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Кто не пробовал, попробуйте. Вообще классные. Оливье, винегрет зимой, да и так под закусочку это просто песня, а не огурчики. Так, помидорчики, то, что надо. Да, Сережечка, ну все то, что надо. Я ж стараюсь для тебя, любимого. Баночки переворачиваю. Какие красавчики. И хорошо укутываю в одеяло. И еще вот это вот одеялко сверху. Нужно хорошо-хорошо укутать, чтобы они прогревались. Все. Оставляем до полного остывания. И зимой будем наслаждаться вкусными помидорками с огурчиками. Все. Ага, сына, все хорошо? Все, ты поплыл? Да сюда подплывай, бо иначе сейчас в другое место потянет. Класс!